Привет всем! А сегодня у нас будет видео про котиков, как я делал кормушку для птиц и как делал вторую полочку на их кошачьем дереве во дворе. Это у нас конец октября, дело происходит на даче в Каринтии, это юг Австрии. А вот мы в гараже, здесь Анфиска развлекается, помогает, собирается куда-то ехать явно. Значит, почему пришла идея сделать новую кормушку? У нас есть кормушка для птиц, есть несколько видео на канале, связанных с этой кормушкой. Дело в том, что мы ее некоторое время назад вывели из употребления, потому что она была такая, что птицы лапами, перьями, так сказать, сбрасывали семечки на землю, потом опускались поднимать, и где их ловили наши коты. И один раз Анфиска поймала птицу. После этого мы кормушку ликвидировали. Ну, вот, трактора под озимы пашут. Соответственно, мы купили другую кормушку. Вы ее увидите. Вот, она отличается тем, что конструкция другая, для птиц более безопасная. Птица, можно сказать, открыв рот, наблюдает за всем, что происходит в гараже. Анфисочка. Вот, и рулон скручивали. Как ей интересно было, когда рулон скручивали. И вообще. Анфисия. Ну ты хорошая такая девочка. Да, хорошая, великолепная просто. Она просто смотрит, вот это да, говорит. Вот это да. Так. Они все в ожидании черного кота. А Арчик снизу тут его караулит. Это к зиме новая кормушка. Такая просто VIP. Вот, прикрепили только что, она такая повыше, кошки туда явно не доберутся. Даже нет, это не техностиль. Но это кунст. Она очень грамотно сделана. Там жердочки есть, там все, и можно сразу много насыпать. И вот мы уже насыпали там семечки. Сейчас будем смотреть эффект. Может быть, и рядом с деревом, да, птички могут сразу в дереве прятаться, если что. Больше, если насыпать, может быть, будет давление, оно будет лучше высыпаться. Ну да, она, по идее, должна, вот этот бункер должен быть полный. Вот, и он под давлением будет вниз, они будут высыпаться, они склевывать будут, оно будет рассыпаться. Ну, хитрая система, на самом деле. Классическая. Классическая, да. Конструкция кормушки очень грамотная. Сверху герметично, то есть дождь там не попадает. Вот этот прозрачный бункер, туда можно насыпать, конечно, надо полную насыпать, мы потом досыпем. Снизу есть такие щели, через которые просыпаются семечки, через которые птицы их могут доставать. И сделаны жердочки, вот как бы птица садится на жердочку и клюет. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 птиц одновременно могут участвовать в питании. А мы разместили рядом с деревом, чтобы им было не страшно. Посмотрим, по идее, она к тому же выглядит эстетично, как настоящий домик. Как вы видите, организовано все таким образом, что птицы просто выклевывают семечки, и они их на землю ронять, в общем-то, не будут. Соответственно, не будут опускаться, и у котов шансов поймать их гораздо меньше. Вот это старая кормушка. Видите, у нее было такое плоское основание, и туда насыпали семечки, оттуда, естественно, они могли упасть на землю. Посмотрим, уже птички прилетать начали, по одной, по две, в общем-то, уже вовсю пользуются. Посмотрим, к зиме обязательно надо, потому что зимой птицы нуждаются в некотором дополнительном питании. Видите, как это выглядит. Она рядом с выходом, рядом дерево, тоже можно спрятаться. Кот Вилли продолжает наблюдать. Ты подумай, что она делает, страшно же. Блин, вот сверзится. Развернись, спину подставь. Хотя бы она в жолоб бы не становилась, она же в жолоб становится. Я за ней хожу. Готовый в любой момент спину подставить или руками ловить, как придется. Бессовестная. Кто разрешил? Пускайся давай. Вот Арчик хороший, Арчик так не делает. Вот он, Арчик. Арчик вообще хороший. Он молодец. К чести Арчика будет сказано, что он на крышу тоже лазит, но без экстрима.
А она вон. Снимай ее нафиг. Она сама уже здесь. Ну будем надеяться, что она... Не, она не на выход пошла. Она Ну, куда у неё тут? там свои эти самые У нее, вопросы. по идее, она должна выйти сюда. Ага. Сейчас. Котик Вилли тоже недоволен вот такими вот. Вон, пошел. Так, а тут у нас кто? А тут у нас Арченька. Ну что, тоже на крышу полезешь? Давайте все на крышу лезьте. Что уж. Она опять прыгнула с крыши А сюда. посмотри, какой вид красивый на фоне желтых этих. Да, вид вообще великолепный. Ага. Кошечка не позирует. Ну что, зачем залезла сюда? Да, назад прыгай. Вот назад на крышу, да. Ага, замучишься прыгать, да. И не знаешь, как слезть теперь, да? Она не знает теперь, как слезть. Все, пошла, спустилась с крыши, пошла дальше. Обход своих владений делает. Но она сначала сверху все посмотрела, а сейчас снизу. Идет. Виляет хвостом. Головуха. Вот они. Вот так. Это Арчик прыгает. Мастак у Он нас. такой, он легкий такой. Он легкий, так, вот так раз и подпрыгнул. Так, а на этот ящик я остановился. Остановился я зачем? Затем, что, да, кормушку птички прилетают, она им понравилась. И мы насыпали до самого верху. Вот. Досыпали вот семечки до самого верху и пусть. Они воду пьют из чего попало, да? Да. Ну это дождевая вода чистая. Кстати, узнаете вот этот цветок, Готовится к зиме. да, который к зиме готовится? Гибискус. Гибискус, да. Который с красными цветами роскошными перед домом стоял. Это вот он к зиме готовится. Я думала, может быть, надо пересадить более большой горшок. На колесиках. Ну, на следующий год уже, конечно, больше, горшок побольше Нет, надо. нужно такой специальный, который на колесиках. А. Вот такой пока не. А теперь мы с вами подходим ко второй части ролика, ко второй полке. Есть дерево, есть на канале видео про вот дерево, как я сделал полку. Они на это дерево с удовольствием залазят и там играются. И вот мне писали в комментариях, что не хватает еще одной полки для второго. Кот Вилли у нас не лазит, ему полка не нужна, а вот для второго котенка полка обязательно нужна. Ну и я, подчиняясь желанию зрителей, решил такую вторую полку сделать. Про это и сюжет. Народ массово высказался за то, чтобы сделать еще одну полочку. Соответственно, я, как народ хочет, так я и сделаю. Еще одна полка. Итак, приступаем. Так, как-то примерно так. Или пониже ее. Немножко развернуть. Ну и зафиксировать. Такую промежуточную. Да, наверное, где-то на этой высоте. Может, чуть пониже. Вот так. Да. Как-то так, наверное. Вот. Это у меня мастерская. Тут на пирсе. Принес инструмент и сейчас сделаю. Анфиска пришла помогать. Молодец. Давай. Где-то так. Надо еще испытание провести с котиком. Ладно, посмотрим, насколько им это понравится. Будем надеяться, будут пользоваться. Ну, как раз можно будет с этой полки на ту прыгать, а то и с той на эту. А вот снизу вот это крепление, его, конечно, надо замотать, чтобы они случайно там лапой по железке не царапали. Сейчас я это все сначала вот этим скотчем плотным, а потом сверху такой же веревкой для дралки. Сначала вот этим скотчем, а сверху сейчас веревкой. Так, а кто мне помогает? Они оба помогают.
А вот веревка. Конфиска проверяет. А Арчик за ней следит оттуда. Я его вижу. Вот он там. А вот. Нет. Работать не дают. Окончания работ не дождались. А вот. И оба залезли. Ну и как прикажете, дорогие? Давай, скидывай плоскогубцы. Нечего им там лежать. Ну, проверим вес. Вес выдерживает. Давай, скидывай плоскогубцы. Да. А Арчик, вот так, великолепно. Арчик пользуется тем, что он сверху. И может ей наконец-то надавать. Ну, понятно, будет интересная полочка. Тот, кто сверху, тот того и тапки, да? Вот, можно будет так перетекать с полки на полку. Великолепно. Вот. Так дальше пойдет, я вам еще одну сделаю, ниже. А сейчас дайте я закончу начатое, а, дорогие? Арченька. Ну, да, все выдерживает, все нормально. Вот так, он полез, он такой отважный. Ну, все. Готово, уже даже испытано. Пойдет. Ладно. Посмотрим. По результатам, может быть, еще одну приделаю. Фисочка, а давай мы с тобой попробуем полку, которая ниже. Вот смотри. Тут и полка. Да. Ну давай, слазь сюда. Отлично. Ну и как? Ага, нюхаем. Нормально. Пойдет. Арченька, ну-ка давай ты с разгону. Ты же умеешь. И вот смотри, потом загребала лапой, закапывала. Вот видишь, закапывает теперь. Травы наелась, отрыгивает. Вот, и закапывает. Молодец какая. Вот, молодец. Все аккуратно за собой оставлять надо, да. Вот, закапывай давай. Ну, это обычное дело, ничего страшного. Длинношерстные кошки, когда вылизываются, шерсть попадает в желудок. И вот, чтобы эту шерсть из желудка достать, они едят траву. То есть они едят траву, и потом эта трава отрыгивается вместе с шерстью. Это нормальный, естественный процесс. Ага, тут ты ее догнал, да? Ха-ха. У Арчика какое-то бегательное настроение. Конец октября выдался очень теплым, солнечным, 15-16 градусов днем, ну, отлично. Кстати, как у нас поживает лох? Пойдем посмотрим, как у нас поживает лох. Вот как видите, он поживает отлично. Ну, то есть у него обычное осеннее состояние, он нисколько не расстроился, что его пересадили из катки в землю. Даже выглядит вполне довольным. На канале было видео, как мы сажали вот это дерево лох. И зрители интересовались, там прижилось, не прижилось. Вот я вам показал, что да, все нормально. А сейчас, смотрите, на канале есть сериал, уже больше 20 серий, под 30 серий, наверное, про то, как мы взяли котят и про их жизнь. Истории про котят, самые разнообразные. Если вы их не смотрели, пожалуйста, смотрите, они все, есть плейлист про котят. В общем, вся их история, все их взросление, вот от того момента, как мы их взяли, и до настоящего времени. Потом, у меня есть аккаунты
который называется также Аксель Франк, в Инстаграме и на ТикТоке. В описании видео есть ссылки, можно туда перейти. Там я выкладываю какие-то короткие видео, короткие какие-то фотографии, то есть фрагменты, из которых нельзя сделать полноценный фильм, но которые зачастую, в общем-то, интересны, которые могут потом фрагментами входить в фильмы, но они выходят раньше. Поэтому, если вы подписаны там, имеете аккаунт в Инстаграме, в ТикТок, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой аккаунт и смотрите новости из всякой нашей озерной жизни. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!